Приветствую всех зрителей моего канала, ну или данного видео, если вы не подписчик. Сегодня расскажу о том, как я менял панель приборов, щиток приборов, приборную панель. В общем, все поняли, о чем речь. Случилось, значит, следующее. В какой-то момент зимой машина начала не с первого раза заводиться. Ну, то есть сажусь, одно нажатие, второе нажатие АЦЦ, третье нажатие, это как поворот ключа до упора, и ничего не происходит. В этот момент посередине щитка приборов моргала или светилась лампочка красная, которая сигнализирует о том, что ключ не... В общем, нет ключа, не идентифицирован. Вот, соответственно, машина завестись не может. Ну и через некоторое время начала приборка просто вот едешь, бах, приборка потухла. Потухла, ничего абсолютно не отображается, подсветки нету, дисплей тухнет, ну и ты не понимаешь вообще, с какой скоростью ты едешь, на какой передаче. В общем, никакой информации не получаешь. Ну, меня это вообще не парило на самом-то деле, как-то, потухла приборная панель, да и фиг бы с ней. Быстро я не езжу, сломя голову, никуда не тороплюсь, вот. Поэтому не особо не заморачивался вообще по этому поводу. А когда приборка начинала вновь, загоралась снова, там, значит, все, что можно было отображалось. И ошибка коробки, и всякие чек, и шестеренка. В общем, вообще все загоралось, по-моему, что могло только загореться. Вот, и, значит, в какой-то момент машина просто перестала заводиться. Просто сама по себе, то есть ничего не случалось, а она просто не заводится и все. Я, в общем, парился, несколько раз попытаешься завести, и она заводится, и я такой, ладно, и так сойдет. В общем, продолжил ездить так, заводилась она там с 10-го, 15-го, иногда 20-го раза. Иногда несколько раз была ситуация, что машина не заводилась в течение 1,5 часов. Я сначала подумал, что, наверное, это проблема, связанная с актуатором. Как в прошлый раз было у меня уже такое, актуатор, значит, не срабатывал, и вследствие этого не заводилась машина. Тут я вспомнил, что я в прошлый раз, когда перепаивал в актуаторе щетки, я установил не те, которые нужны были, медно-графитовые, я установил обычные, угольные или там просто в общем, не знаю, обычные, самые простые щетки из моторчика, печки, то ли Волги, в общем, какой-то российской машины. Вот. Мне главное было найти просто щетки, которые по размеру были 6х6 и там достаточно глубокие, достаточно длинные, потому что я их срезал. Видео в подсказке будет, вот, можно посмотреть, кому интересно, как актуатор я ремонтировал. Так вот, значит, снимаю актуатор, ставлю щетки, в этот раз купил медно-графитовые в автомобильном магазине, где много чего продается, вот, за 700 рублей пару. Перепаял такой, думаю, все, проблема решена, значит, ставлю актуатор, и ничего не происходит, вообще ничего. Потом обратил внимание, что актуатор срабатывает, то есть с актуатором проблемы нет. Потащил машину в один сервис. Там, естественно, развели на бабки и ни хрена не сделали. Потащил в другой сервис.
похожая ситуация, но, к счастью, не такой наглый сервис оказался, как самый первый. Вот. После этого обратился к электрику, который сказал, что пока я не разберусь, пока я не найду проблему, ты ничего не должен. Вот. Они, значит, ковырялись сутки в машине. Ну, я все, что знал, а к тому времени я уже сам снял приборную панель, пропаял, значит, то, что мог пропаять сам, а именно это разъем, который припаян, его можно пропаять обычным паяльником вообще без проблем. Вот. Его я пропаял, изменений особых не было. После этого мне подсказали, что можно обратиться в магазин электроника, и там пропаяют за какую-нибудь... Ну, мне пропаяли за 1000 рублей. 1000 рублей с меня взяли. Сказали, что все пропаяли, каждый SMD элемент. SMD элементы я паять сам не стал, потому что у меня паяльник не предназначенный для этого. Вот. И после этого я уже, понимая, что, скорее всего, проблема в панели приборов, приезжаю к следующему электрику, говорю: слушай, скорее всего, проблема в панели приборов. Загорается, тухнет. В общем, все рассказал, объяснил. Он такой: ладно, ок, давай я посмотрю. Если найду, то там это будет сколько-то стоить. Если не найду проблему, значит, ты ничего не должен. Я такой: ну ладно, ок. Сутки они проковырялись, ничего не нашел он. Точнее, он обследовал панель и обнаружил, что пропадает в какой-то момент 5-вольтовая линия. Но перепаивать сам ничего не стал. Я такой, значит, ну ладно, куда деваться. Не можешь, ладно, бывает. Потом обратился к другому электрику. Почему я не пошел тем путем, который в итоге помог, а именно не купил другую приборную панель, объясню. Приборная панель сейчас стоит каких-то невероятных просто денег на Fusion, потому что, короче, все, видимо, эти, как назвать-то, людей, разборщики и так далее, они, видимо, поняли, что, а что, если иммобилайзер проходит через приборную панель, значит, машина без приборной панели или с неработающей приборной панелью является просто недвижимостью, поэтому, а почему бы не задрать цену до каких-то космических просто цифр. И, значит, я посмотрел в интернете на... В общем, по-моему, этот сайт от Дрома. Короче, посмотрел, сколько стоят приборки. Они были в диапазоне от... которая 100% рабочая. То есть там люди говорят: все, она рабочая, все ништяк. 100%. Вот. Такие приборки стоили в диапазоне от 20 тысяч и до 50 тысяч. 50 тысяч за приборку просто. Я такой подумал: нет, я не буду торопиться. Пока мне на какое-то время дали машину 10 поездить, и я осознал всю боль. Российский автопром создан для того, чтобы страдать. Это реально. Я страдал. 4 дня я на ней ездил, 4 дня, и я просто страдал. Ну вот, в общем, не об этом. Я, значит, одному электрику, другому. В итоге вот крайний электрик, фирма называется Синий Бокс. Они, насколько я понял, непосредственно приборками не занимаются. Но электрик говорит: давай я посмотрю, попробую, раз уж ты так просишь. Вот. Он взялся, значит, 2 дня. Да, 2 дня он первый раз что-то с ней делал.
звонит мне такой, все нормально, приезжай, забирай, все сделал. Я такой, о, классно. Теперь панель даже Сколько не должен? загорается. Он говорит, 2000. Я 2000, значит, составляю, забираю приборку, Масленка. приезжаю, собрал ее всю такой, Всё. всю приборку целиком, всю, значит, собрал, установил, Теперь она не прикрутил. придает никаких признаков жизни, вообще не Дурак. подает. Вот. Она не работает. Я ему звоню, он такой, блин, как Просто так? совсем не- Давай обратно, говорит, забирай бабки, а главное, верни обратно, я еще посмотрю. Я уже расстроился к тому моменту и начал искать еще варианты, как бы купить приборку. Но просто купить приборку недостаточно. Эту приборку еще нужно привязать. Вот, как я ее делал, сейчас в этом видео можно, как я это делал, можно будет посмотреть в этом видео, кому интересно. Потому что я видеоинструкции никакой не нашел. Вообще. То есть просто люди пишут, что можно это сделать с помощью такой-то программы. А что конкретно сделать? Ну, я вот тупил, если честно. Ну, наверное, я один из немногих таких людей, которые будут тупить в этом, судя по тому, что никто не снимал на эту тему ничего. Вот. Наверное, проблема во мне. Но, тем не менее, я прикреплю видео о том, как именно я привязывал приборную панель, поскольку стоит это 5000. Ну, вот у меня в городе это стоит 5000. Почему я не отдал приборку людям, которые именно приборками занимаются? Потому что никто не захотел браться. Они, в общем, такие, типа, там что-то кто-то ковырялся уже. Не, все, мы не будем, значит, делать ничего. Я такой, в смысле? Ну и, в общем, никто не захотел браться, кто непосредственно приборками занимается, поэтому я решил... Вот у крайнего электрика, который этим занимался, электронщика, у электронщика находилась моя приборка пока, я начал искать возможные варианты. Ну, то есть я понимаю, что, скорее всего, все, она сдохла, и надо искать с разбора. Тем временем у меня в городе на разборе, ну, не то чтобы на разборе, ни одного объявления не было в Уфе. Я в Уфе живу, вот. Значит, у нас в городе ни одного объявления абсолютно не было о том, что приборка продается. Я, значит, давай обзванивать разборы. Одним позвонил, другим позвонил, тут не знают, там не понимают. И, значит, одни из разборщиков такие говорят: о, у нас есть приборка. Сейчас цену тебе скажем. Через какое-то время мне сообщают 18 тысяч. Я говорю, ладно, ок, говорю, 18 тысяч. Вы мне покажете, что она работает? И такие, в смысле, мы же разбор. Мы просто тебе разобрали, отдали. Я говорю, ну она работает? Нет, откуда я знаю, что я беру? Ну поставишь к себе в машину. Я говорю, и что? Ну поставлю я себе в машину. А кто? Вы ее привяжете сразу, что ли? Мне. Они, не-не-не, мы ничего не знаем, ничего не умеем, мы не шарим вообще. Ну, то есть, мы тебе продаем. Я говорю, ну 18 тысяч вы просите, за что? Вы вообще в своем уме? Мы ничего не знаем, короче, вот, есть цена вот так. После этого у них в профиле начинают появляться просто лихорадочно эти объявления с разными приборками, именно фьюженовскими. И, значит, за 18-19 тысяч, в общем, просят. Я плюнул на них, давай искать. Нашел в Питере, один парень продавал приборку, которую купил для себя, но что-то, видимо, ему не подошло или не понадобилось. В общем, я не знаю. Было объявление из Питера. Я подумал, что, наверное, буду брать у него, потому что он продавал за 10 тысяч. Это самое выгодное предложение на тот момент было. Я ему написал, он что-то ничего не отвечал. Я продолжил поиски и в Екатеринбурге нашел еще одного парня. Зовут его Иван. Да, по-моему, Иван. В общем, классный человек, он мне очень понравился как продавец. Он, значит, занимается приборками, насколько я понял.
У него этих приборок несколько было. Одна с разбитым экраном, не экраном, а стеклом. С разбитым стеклом. За 10 он ее продавал. И с целым стеклом, в общем, дороже. У меня есть это стекло, поэтому я говорю, мне с разбитым пойдет. Но сразу брать не стал. Думаю, дай дождусь, что мне скажет электрик. В итоге электронщик, извиняюсь. Электронщик еще спустя там сутки или двое говорит, похоже, я нашел проблему, и эта проблема, судя по всему, прям в процессоре. Говорит, когда убираю процессор, перестает отваливаться 5-вольтовая линия. Ну все, говорит, ты мне ничего не должен, забирай. Я забрал свою приборку, она, честно говоря, мне кажется, что я паяю примерно так же некрасиво, как и этот электронщик. Вот. В общем, чего-то он там паял, это точно. Что уж он конкретно... Ну, я вижу, что несколько резисторов он пытался перепаять, но многие ребята, которые выкладывают видео с ремонтом приборок, они резистивные сборки перепаивают 2002, 333 резистивные сборки. Но я не нашел, где купить, поэтому, в общем, вечером мне ответил электронщик, что все, капец, я больше не знаю, чего делать. Я тут же, значит, оформляю, точнее, перевожу деньги на Авито. Я нашел вот этого парня, значит, перевел ему деньги на имя какой-то женщины. Я такой сижу, думаю, блин, я просто перевел деньги кому-то. Ну, оказался нормальный человек. Он утром уже отправил приборку, хорошо ее запаковал, все было круто. Я поставил приборку. И кроме этого я тут же заказал на Озоне за 3500, нет, в общем, меньше, в диапазоне от 3 до 3500 заказал сканер Elm 327, но только проводной нужен, короче. Ну, я так понял, что с беспроводным, который у меня есть, не получится сделать того, что нужно было. И я, значит, заказал вот этот за 3,5. Почему именно его? Потому что многие писали, что нужно переделывать обычный, если возьмешь. А как переделывать? Есть, конечно, схемы. Ну, я, в общем, не стал заморачиваться. Думаю, даже если за 3,5 я возьму, все равно 1500 сэкономлю, и плюс ко всему у меня будет этот сканер. Называется он V-Linker. Я думаю, что ссылка не нужна. Я вставлю картинку этого, коробки. В общем, вставлю картинку, посмотрите. Вот эта штука работает. Вот эта штука работает. У меня получилось с ее помощью сделать. Значит, все это я заказал, все пришло в один день. И я скачал программу ForScan, отправил запрос на 2 месяца бесплатной полной версии. Мне, значит, пришел ключ, точнее, файлик с лицензией. Я взял планшет на Windows. Оказывается, в процессе вот этих манипуляций дальнейших нужно, чтобы был подключен интернет. Я об этом даже не знал, и, к счастью, так вышло, что у меня Wi-Fi достал до машины, и, в общем, все получилось. Что значит дальше? Я подключил приборную панель, я подключил сканер, все это, значит, подключился к машине через ForScan. После этого, наверное, я сейчас вставлю видео, там лучше будет понятно, куда нужно заходить и что делать. Итак, сейчас я буду
устанавливать новую приборную панель. И я представления не имею, как программируется, но я купил специальный адаптер V-Linker. Вот такой вот. Вот. И оформил на сайте ForScan бесплатную пробную двухмесячную лицензию полную. И буду, в общем, пытаться сейчас это сделать. К сожалению, видеозахват с экрана я не могу сделать. В общем, не могу. Поэтому буду снимать телефоном. В общем, вот так вот выглядит программа ForScan. Здесь, значит, я уже подключился к машине, установил драйвера, подключился к машине. В общем, здесь вот такие настройки должны быть, если кабель тоже V-Linker. Скорость 115,2, автоускорение нужно поставить. Вот, дальше идем в сервисные процедуры, и здесь выбираем программирование PATS. Что бы это ни значило, наверное, надо нажать вот эту кнопку. Программирование ключа зажигания. Эта процедура добавит ключ, бла-бла-бла. Ранее информация ключа зажигания. Программирование ключей зажигания. Программирование как минимум 2 новых ключей. Запасные ключи. Ну, у меня, к сожалению, не то чтобы нет ключей. У меня есть только вот один чип от большого ключа и этот, который стоял в обходчике иммобилайзера. Так что вот, сделаю вид, как будто бы у меня есть 2 ключа. У меня здесь кнопка запуска вот такого плана. Надеюсь, прокатит. Не знаю, что будет. Пробуем. Окей. Без ключевого запуска двигателя. Ну, кнопку эту поставил я сам, поэтому, наверное, нажму нет. Нет. Так, число ключей в памяти. Программирование ключа. Стирание информации. Ну, давай так сделаем. Видите, что вставлен рабочий ключ. Я его вот так вот приложу здесь. Стоп. Известный ключ. Типа приборка, который знает. Нет. Окей. Ранее информация о ключах зажигания. Начнем с этого. Сейчас потуплю немного. В общем, по ходу надо сначала стирание информации о ключах зажигания сделать. Получение. Да. Так. Видимо, вот на этом этапе с программой FFN была проблема. У ребят писали, что нужно, короче,
Ну, нужен какой-то код, в общем, авторизация, которого ни у кого не было. Вот. Сейчас что-то происходит. Наверное, этот момент я, наверное, ускорю. Потом уже, надеюсь, у меня не разрядится планшет. Офигеть. Я не знаю, как это работает, но пока я чип не вставил вот сюда и не приложил в таком виде, короче, он не программировался. А теперь, ну, все норм. То есть это было глупо с моей стороны клеить вот этот вот чип туда. Я думал, что для кнопки это нужно будет. Ну, короче, фигня полная. Короче, число ключей в памяти 2. Вот. И значит, что теперь как бы все должно быть хорошо. Представления не имею, что будет. Значит, здесь наш иммобилайзер сходит с ума пока. Я перестал сходить с ума. Заводиться, конечно, она не очень-то сильно и хочет, если честно. Сейчас попробую, в общем, сделать так. Может быть, отключиться надо. Это все я когда сделал. Это было просто нечто. Оно, запустилось, все нормально. Ощущение просто нереальное на самом-то деле. Приборка заработала, машина заводиться стала, все нормально. И тут я, в общем, обнаружил такую интересную особенность. У меня стоит кнопка, и я, значит, когда ее ставил, сначала есть видео, я их добавлю здесь где-то в верхнем углу, в общем, будет, как я ставил, что я там натворил. Я испортил замок зажигания, засунул туда, не помню даже уже что-то засунул, для того, чтобы руль не блокировался, когда машина не заведена. Но в итоге я все оттуда выломал, короче, убрал, и руль не блокируется, все норм. И я вытащил из этого ключа чип и приклеил вот сюда. Думал, что все ништяк, все работать будет, и как будто бы оно работало, но оказалось, что вот чип, который находится внутри ключа, без самого ключа не работает. Я не знаю, как это вообще возможно, но только чип внутри ключа я смог привязать к приборной панели, к иммобилайзеру, который находится в приборной панели. Пока я прикладывал просто чип, вообще ничего не происходило, не привязывалось. А когда я вставил чип внутрь ключа и с ключом приложил, то все сработало, все стало хорошо. Вот. Поэтому вот такая вот особенность есть. Не представляю, как это возможно, но оно вот так работает. Вот, собственно, у кого есть вопросы, пишите в комментарии. Не думаю, что я смогу сказать что-то больше, чем уже сказал в этом видео. Но в любом случае, вдруг я что-то забыл, упустил, и возникнет какой-то вопрос, возможно, я смогу, или кто-нибудь из комментаторов, я смотрел в предыдущих видео, очень много умных людей там заходят, пишут всякие гадости мне. Но это прикольно почитать, интересно. Другие люди там тоже есть, которые понимают, для чего и зачем все это делается. Вот, в общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, что
эта информация не была бесполезной, и время потрачено не зря ваше. Ну и до скорых встреч в видео следующих. Мне кажется, что будут еще видео с этим автомобилем, потому что мне эта машина прям очень нравится. Fusion мне прям... Я люблю Ford, я люблю Fusion. Иногда возникают мысли продать, но они быстро рассеиваются, потому что из моих 10 автомобилей, которые у меня были, Fusion у меня дольше всех. И он мне нравится почти больше всех других. Поэтому думаю, что будет еще каким-нибудь видео. Всем счастливо, всем пока.